Доброе утро, Стоп Гейм! В эфире Инфакт. Разработчики годного сетевого шутера The Finals объявили о скором запуске нового игрового режима Terminal Attack. Новый для The Finals, но в общем-то заядлым геймерам он будет знаком. Бойцов делят на две команды по 5 человек. Одни обороняют сеть терминалов, а другие должны протащить к этим терминалам ключ дешифрования. Короче, местный аналог бомбы из контры. Стороны будут меняться ролями, а победит та, что возьмет верх в 7 раундах. При этом в режиме будет отключена пассивная регенерация и возможность воскрешать соратников. Каждый ходит с одной жизнью, но вот насчет лечащего луча пока непонятно. Под новый режим подготовили и отдельную карту. Terminal Attack стартует уже завтра, однако это будет лишь временный игровой режим. Выпустила, значит, Madfinger Games свой экстракшн-шутер Grey Zone Warfare в ранний доступ, и оказалось, что зря, по крайней мере сейчас, потому что, как пишут пользователи Steam, в игре отвратительная оптимизация. Даже на мощных видеокартах стабильных 60 FPS не видать. Так еще и серверы работают с перебоями. Жалуются на интерфейс, слишком много простых ботов, а я напомню, что в игре есть только PvE и PvPvE режимы. Мувмент неотзывчивый, а бойцы чересчур быстро расходуют выносливость. Это при том, что карту тебя, не заставляют, как бы подталкивают изучать ножками. В ответ на жалобы создатели игры посоветовали врубить апскейлеры, дабы повысить феписы, и обновить драйверы, пока они работают над патчами для улучшения стабильности игры. Среди плюсов же, заценившие Grey Zone Warfare отмечают большой открытый мир, квесты, которые не вводят тебя за ручку, реалистичные звуки и высокую детализацию оружия, систему лечения ран и отдельные PvE серверы. Правда, при этом рейтинг игры все еще остается на уровне смешанных отзывов. Kingdom Come Deliverance 2 все ближе. Warhorse нисколько не сомневается, что игру удастся выпустить в текущем году. Разрабы уже перешли к стадии полировки. А еще команда поделилась ворохом свежих деталей. Во второй части можно будет самому ковать мечи, причем кузнечное дело обставлено ничуть не хуже, чем алхимия в оригинале. Разработчики не повторят неудачу с механикой взлома замков из первой игры, которую потом пришлось с течением времени дорабатывать. На этот раз все будет четко. Перенести навыки и прокачку Индрджиха из первой части во вторую не выйдет, однако герою не отшибла память и он ничего не забыл. Просто теперь он будет развиваться в ином ключе. Между двумя большими картами Deliverance 2 разрешат путешествовать свободно, но для начала второй регион еще нужно открыть по сюжету. В новой игре не будет детей, их решили не добавлять. Во-первых, потому что если разрешить персонажам ковырять мечами малолеток, игру будет куда труднее продать из-за возрастного рейтинга. А во-вторых, для растущего организма нужны свои модели, свои текстуры, набор анимаций, в общем, куча лишней работы. Да и больно-то оно и надо вообще. Насчет поддержки модов авторы пока не задумываются. Этим вопросом они займутся уже после релиза. А он, в свою очередь, ожидается до конца 2024 на ПК, PS5 и Xbox Series. Правда, насчет русского языка все еще ничего не понятно. Журналист Том не Хендерсон, на этот раз некий Том Уоррен поскреб немного по сусекам и вызнал, что можно ожидать от ближайшей выставки Xbox Games Showcase, если, конечно, доверять его источникам. Итак, по слухам, на презентации покажут новую Gears of War, уже 6-ю получается, Microsoft Flight Simulator 2024, Avowed, DLC Shattered Space для Starfield, игру про Индиану Джонса и, конечно, нам никуда не скрыться от очередной Call of Duty. И это только тайтлы, запланированные на 2024, и то не все. А ведь еще будет линейка игр на 2025. В общем, поживем увидим. В конце концов, это все-таки слухи. А вот что сообщают официально. В рамках шоу покажут игры от Activision, Blizzard, Bethesda, Xbox Game Studios, а также сторонних компаний. Direct будет посвящен следующей части любимой франшизы. Это цитата. А после Xbox Game Showcase и Директа начнется неделя записей в блоге Xbox Wire и подкастов с дополнительными подробностями о свежих играх. Если вернуться к Тому Уоррену, тот утверждает, что на Директе покажут новую Call of Duty. Сами же майки сохраняют тайтл для Директа в тайне. Презентация Xbox Games Showcase состоится 9 июня в 20:00 по московскому времени.
Ну и раз уж тут зашла речь о Starfield, Тодд Говард откликнулся на предложение дать интервью ведущему подкасту Kinda Funny Games и ответил там на море вопросов, связанных как с дополнением для Starfield, так и с франшизой Fallout. По мнению Говарда, космическая RPG стала самым крепким релизом студии в плане многогранности, а грядущие апдейты еще сильнее ее раскроют. Анонс следующего патча состоится уже через несколько дней. Этот патч улучшит механику строительства кораблей, а в будущем будут добавлены карты городов и новые графические режимы на консолях с рядом дополнительных сюрпризов. Инструментарий для создания модов тоже входит в планы студии, но сроков пока никаких нет. А по поводу дополнения Shattered Space глава беседки сказал, что ждать его стоит осенью. Теперь, что касается Фолоча. Как бы народ не хотел узнать о житии выживших после ядерного апокалипсиса в других уголках света, Fallout не собирается выезжать за пределы Соединенных Штатов. Фишка Фолоча именно в американской наивности. Разработчики могут слегка касаться событий на других континентах, но не планируют переносить франшизу в другие места. Когда ведущий подкаста спросил, не хочет ли беседка снова сойтись с Obsidian и выкатить спин-офф в духе New Vegas, Тодд Говард ответил, что New Vegas крайне важная игра. Глава Obsidian вообще крутой мужик. Студия проделала невероятную работу. Ну и все. Сказал он, разве что во втором сезоне сериала будет больше Нью-Вегаса. Наконец, Говард сообщил, что в приоритете у Bethesda по-прежнему находится высокое качество игр. Однако, в данный момент студия рассматривает подключение к разработке и сторонних команд для ускорения производства. Больше подробностей читайте в новости по ссылке. Там же вы найдете и запись подкаста целиком. В прошлом выпуске Ян говорил о непонятном тизере, вероятно относящемся к игре Returnal. Что ж, как оказалось, тизерок действительно относился к Returnal, но не к игре, а к франшизе в целом, ведь впоследствии выяснилось, что речь идет о комиксе. Он получил подзаголовок Fallen Asteria, и, судя по всему, комикс пересказывает события игры. Штука эта создается силами команды сценаристов Returnal и тружениками издательства Dark Horse. На прилавках эта штуковина окажется 22 октября. В этот же день появится и артбук The Art of Returnal аж на 200 с лишним страниц. Компания Krafton решила доказать скептикам, что амбициозный симулятор жизни InZOI действительно намерен выйти уже в конце этого года. В подтверждение создатели выкатили геймплей и поделились деталями некоторых игровых функций. Например, местные персонажи смогут водить автомобили и попадать на них в ДТП. Если вдруг герой умрет, можно быстро откатиться к ближайшему автосохранению. Игроки смогут настраивать градус взаимодействия своих протеже в мире, то бишь насколько резкими могут быть отношения у жителей этого мира с членами семьи, знакомыми и остальными. В InZOI есть система репутации, открывающая доступ к особым опциям взаимодействия с персонажами. Ведется работа и над отдельной системой кармы, отражающей влияние ваших поступков, выполняемых пока героя никто не видит. Карма может отразиться даже на вашем потомстве, но это пока не точно. Персонажи видят сны, влияющие на их жизнь, причем если хорошие сны могут вдохновить, то кошмары заставят вашего Сима понервничать, и чтобы понять, как они на вас повлияют, придется идти к гадалке. Ну а там, где сны, там и лунатики. В общем, судя по описанию, готовится серьезный такой конкурент Sims. Или нет, узнаем в конце 2024 на ПК. А с новостями у меня все. За добавкой извольте проследовать на сайт stopgame.ru. У нас там, помимо прочего, свежая статья от Владимира Сичкарева вышла, посвященная трудностям перевода Mass Effect. А Кирилл Волошин подготовил для вас обзор Eiyuden Chronicle 100 Heroes. Приятного ознакомления и хорошего дня!